Какой была ночь, когда заискрилась луна и распалась надвое. Всем привет! С вами Финемор. Одним теплым июньским вечером 1178 года английские монахи стали свидетелями удивительного явления. Луна в небе раскололась надвое. Зрелище наблюдали 5 монахов из Кентербери, и один из них по имени Гервасий описал этот раскол в летописи. По словам Гервасия Кентерберийского, прямо на верхушке месяца, а луна была неполной, вспыхнуло пламя, а в разные стороны от него летели раскаленные искры. Нижняя часть луны словно корчилась в тревоге и пульсировала, как раненая змея. Через мгновение небо потемнело, и месяц снова принял свой привычный облик, но лишь для того, чтобы снова заискрить. Фото-взрыв луны на средневековой иллюстрации. Так продолжалось раз за разом. Пламя принимало различные формы и изгибалось, затухая вновь. Через некоторое время огонь потух, а луна от рога до рога словно почернела. Так что же за явление наблюдали англичане? Записи Гервасия оставались незамеченными веками, пока в 1970-х годах летопись не начал изучать геофизик Джек Хартунг из Нью-Йоркского университета. Его привлекло необычное небесное явление, и после него событием из летописи заинтересовались многие астрономы. Собственно, споры о вечернем взрыве Луны 18 июня ведутся до сих пор. Хартунг предложил, что монахи увидели падение астероида на Луну. Тогда же он догадался, что именно в тот день упал метеорит, после которого на Луне и остался кратер Джордано Бруно. Тем более, рассказ монахов совпадает с местоположением кратера. Фото поверхность Луны в центре. Кратер Джордано Бруно. В целом, теория весьма убедительна, и кратер Джордано Бруно действительно мог появиться 8 столетий назад. На его молодость указывает то, что вся структура кратера очень чистая и четкая, и на ней нет никаких следов от падения маленьких метеоритов, как бывает на более древних кратерах. Поэтому вполне возможно, что кратер образовался, когда на Земле уже жили люди. Но все же некоторые астрономы считают, что кратеру минимум миллионы лет. Правда, по космическим меркам, в таком случае он тоже считается молодым. Кратер Джордано Бруно огромный, 22 километра в диаметре. Это означает, что последствия от удара могли быть колоссальными и ощущались бы на Земле еще примерно неделю. Дело в том, что после такого удара с поверхности Луны наверняка поднялось бы огромное количество обломков, от чего на Земле непременно бы случилась метеорная буря, которая длилась бы несколько дней. Фото кратер Джордано Бруно на закате, снимок с лунохода. Так что если бы действительно в тот день на Луну упал метеорит, многие земляне стали бы свидетелями впечатляющего фейерверка в небе, который бы наверняка сохранился еще в каких-то летописях, а не только у кентерберийских монахов. Ну а если бы все же взрыв Луны, длящийся несколько секунд, люди не заметили, то продолжительную метеоритную бурю они бы точно не пропустили. Однако о ней нет записей ни в какой другой культуре, а ведь за небом наблюдали не только кентерберийские монахи, но и китайцы, японцы, арабы и другие европейцы. Так что вряд ли британские монахи видели, как образовался кратер Джордано Бруно. Так что же видели англичане 18 июня? Одни ученые предполагают, что монахи наблюдали за взрывом метеора в атмосфере Земли. И этот метеор заслонил собой часть Луны, а монахи просто оказались в подходящий момент в нужном месте, когда метеор точно закрыл месяц на небе. Именно поэтому за взрывом Луны наблюдали лишь 5 человек, его фактически не было. Однако есть и другая версия. На самом деле, вообще в небе ничего не происходило, ведь Луна-то в тот день в Кентербери еще не была видна, поэтому эта история была всего лишь выдумкой монахов. Дело в том, что событие было записано в период крестовых походов, ну а полумесяц, как известно, это символ ислама. Так что записи Гервасия Кентерберийского могли быть ничем иным,
как всего лишь предсказанием поражения иноверцев. К тому же монахи необычно часто связывали астрономические явления с христианскими победами в крестовых походах. Да и вообще, во всех культурах, еще задолго до христианства, эта связь всегда была сильна. Например, записи об атмосферных явлениях, сделанные годами ранее. Гервасий Кентерберийский практически всегда связывает с победами крестоносцев. Так что взрыв Луны 1178 года мог быть всего лишь символом победы христианства над исламом. По всей видимости, эта тайна так и останется нераскрытой и будет еще веками мучить умы ученых. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.